Здравствуйте, это проект «Территория гласности», и сегодня в студии у нас Аркадий Островский, журналист, глава московского бюро английского журнала «Экономист», а в прошлом репортер Financial Times. Человек, который какое-то время назад критиковал Михаила Ходорковского, потом стал писать по-другому. Расскажите, почему так случилось? Вы знаете, такая длинная история, она на самом деле история во многом совпадающая с историей русского капитализма. В конце 90-х годов, в 97-98 году, человек, как так сказать, я и сделал репортер, приезжавший в город Нефтеюганск, производило все после кризиса, после дефолта 98 года действительно довольно тяжелое впечатление. И народ, в общем, так был, в общем, в отчаянии, и Ходорковского там не очень любили, как вообще редко любят владельцев компаний, а уж тем более московских, а уж тем более олигархов. И мы действительно очень критично тогда писали, и многие довольно критично писали о ЮКОСе. После чего, так сказать, ситуация действительно стала меняться. Они стали очень сильно работать над своим имиджем, они очень стали, так сказать, заботиться о том, как они котируются на Западе, стали разговаривать с инвесторами и так далее. Когда произошел переломный момент? Переломный момент произошел, конечно, с арестом Ходорковского, с арестом сначала Лебедева, потом арестом Ходорковского. И перелом происходит не только в отношении к Ходорковскому, хотя, безусловно, перелом огромный, и просто путь, который прошел этот человек, поразительный. И то, как он держался, и то, как он держится, ничего, кроме уважения, это вызывать не может, если серьезно говорить. А действительно по-настоящему уважение. И он оказался сделан из гораздо более твердого материала, чем кто бы то ни было. Даже среди его соратников. Среди олигархов, соратников. Но перелом произошел не только с ним, перелом произошел просто в стране. Оказывается, что все это совсем не про бизнес. И у всего этого есть гораздо более широкая... Мотивы иные. И мотивы иные, и главный резонанс другой. Выясняется, что это не какой-то спор, там даже личный спор людей, а это очень принципиальный спор. Это спор о праве на частную собственность, в сущности. Это спор о том, как должна развиваться эта страна. Это спор про коррупцию. Это спор про каким-то очень узловым вещам, узловым местам политики и жизни этой страны. Но вы работаете на британские СМИ, поэтому британские журналисты и британский журнализм славятся беспристрастностью. Ну, есть такой вот у BBC вообще даже принцип, да? Номер один – беспристрастность. Да? Журналист должен быть беспристрастным. Поэтому вот как раз хочу спросить именно вас, насколько изменилось ваше отношение к Михаилу Ходорковскому и к делу ЮКОСа за эти годы? Мы не говорим, что мы совершенно беспристрастны. У нас есть своя точка зрения. Если, так сказать, у нас есть своя идеология, это журнал, безусловно, со своей идеологией. Если формулировать ее одним словом, это идеология свободы. Это либертарианский журнал. Это журнал, который одинаково серьезно относится, поэтому довольно много пишет про права человека. Это не пустые слова, потому что действительно считает, что не может быть свободы бизнеса, не может быть свободы предпринимательства без личной свободы, которая является основой всего и всех. Вы спросили, как отношение к Ходорковскому менялось и к этому делу. Ну, конечно, я говорю, это было дело, которое показало, что те ростки, те зачатки независимости суда. Мне очень хорошо один из олигархов того же призыва, я бы сказал, что и Ходорковский, мне когда-то очень хорошо, того же круглого стола, когда-то очень хорошо мне объяснил, в чем разница между судом ельцинского периода и судом, так сказать, путинского периода, после 2003 года. И олигарх мне сказал, ну, понимаешь, вот, да, в 90-е годы суды брали взятки, а мы, бизнесмены, мы их давали. Начиная с 2003 года меняется принципиально позиция, вот эта комбинация, она меняется, потому что судья думает, что получать, так сказать, инструкции от государства, защищать государство, как он это видит, это правильно. Что вообще он выступает, судья, защитником государственных
интересов. Он защищает бизнес. Он защищает не бизнес от государства, а государство от бизнеса. Не думаю, что так думает английский судья, например. Нет, английский судья так не думает. А английский судья действительно... Почувствуйте разницу. Мне кажется, что принципиально важно понимать, что с точки зрения большого количества кремлевских чиновников, то, что происходит на Западе, то же самое, что происходит в России. Это не так. И как ваша аудитория воспринимает этот процесс в Москве? Я думаю, что, к сожалению, западная пресса не может влиять к сожалению, на судьбу Михаила Борисовича Ходорковского и Лебедева. На общественное мнение. Не только для западной прессы, но и для тех, кто формирует мнение на Западе, и для западных политиков. Потому что, конечно, дело Ходорковского, я говорю, вне зависимости от того, думал он сам про это или нет, оно стало абсолютно знаковым для России и для отношения к России со стороны Запада. Понимаете, вот когда начинался процесс перестройки в 1985 году, в 1986 году, ведь отношение к Горбачеву очень сильно менялось. И сначала все очень скептически относились. И никто не верил, в сущности, что что-то реально начнет меняться. Я говорил с Ричардом Пайпсом, историком, который очень близок был к Рейгану. Рейгана убедила Тэтчер, на самом деле, что что-то действительно, что с Горбачевым может не... Но реальным показателем того, что меняется что-то, было возвращение Сахарова. Было понятно, что вот когда вернули Сахарова, когда вышел на экраны фильм «Покаяние», вот было понятно, что страна меняется. Поэтому о модернизации, о лучших намерениях, о праве собственности, о свободах, конечно, Запад судит во многом по делу Ходорковского, потому что это такой вот лакмусовая бумажка, даже это больше, чем лакмусовая. Это в сущности реальный тест на намерение и волю этой политической системы и желание ее к тому, чтобы она менялась. Оба, и Сахаров, и Ходорковский, вот приобрели это знаковый смысл. И Ходорковский сделал эту власть своим заложником. Не они его сделали заложником, а он сделал эту власть своими заложниками. В той же мере, в какой советское правительство было заложником академика Сахарова. Ну, а развязка истории. Вы верите в то, что что-то изменится, и как когда-то при Горбачеве возвратился Сахаров, освободится Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Через какое-то время? Вот это и есть главный вопрос. Пока, я думаю, что если серьезно говорить, пока Ходорковский сидит, никто ни в какую модернизацию всерьез не поверит. И мы к этому, в общем, так очень скептически относимся. Вы видите кого-то или группу каких-то людей, будь то элита, будь то какие-то политики, которые смогут запустить эти процессы? Я думаю, что в какой-то степени эти процессы идут. И очень многое об этом свидетельствует. Что недовольство внутри элиты, безусловно, есть. Мне приходится я довольно много стараюсь ездить, я очень часто слышу каких-то людей на региональном уровне про маразм дела Ходорковского, членов «Единой России» или вообще маразм, который происходит в стране, потому что нет социальных лифтов, потому что коррупция, конечно, она может распределять нефтяные деньги, но тоже до поры до времени. И потом, когда эти нефтяные, так сказать, поток перестает переходить в страну в таких размерах, то денег становится меньше. Поэтому я думаю, что недовольство растет. Я надеюсь, что то недовольство, которое среди элиты есть, в стране есть, оно будет достаточным сигналом для власти. Вы можете кого-либо из ныне действующих политиков, молодых, среднего возраста или умудренных опытом, кому-то из них применить фразу Черчилля, который сказал, что отличие государственного деятеля от политика в том, что политика ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель на следующее поколение. Вы знаете хоть кого-то, Нет. кто бы соответствовал подобному? Нет. Из тех, кто активно работает в политике? Нет. Из тех, кто еще жив, Михаил Сергеевич.
Думаю, что действительно думал в конце о следующем поколении. Когда-то мне в разговоре сказал, мы же это делали не для себя, и даже не для своих детей, а для своих внуков. Для наших зрителей скажу, что Аркадий Островский перевел трилогию Тома Стоппарда «Берег утопии». Это пьеса о России XIX века. Но главная мысль, насколько я понимаю, этого произведения в том, что свобода – это нечто, что люди должны друг другу давать, а не забирать друг у друга. И вообще вещь в свободе. «Берег утопии» – трилогия, поэтому она идет 10 часов. Идет в Российском академическом молодежном театре. Поскольку она 10 часов идет, и Стоппард, в общем, умный, и драматург. Это пьеса о людях, которые действительно думали о будущем этой страны, которые не стеснялись этого. А люди, которых коробило, и которые клялись друг другу на Воробьевых горах, что они отомстят за тех повешенных офицеров и сосланных в Сибирь, которые вышли на площадь перед Зимним дворцом 14 декабря 25 года, 825, соответственно, которых это резало по-живому, этих ребят, которым было тогда по 14 лет. Это пьеса о дружбе, о любви, об измене, а вообще других совершенно, об отсутствии цинизма. И обо всем том, о чем в последнее время стало как-то неловко говорить. Я думаю, что, так сказать, вы правы, действительно, это о свободе, так сказать, и обо всех этих, но это еще о другом типе людей, которые думали по-другому, которые, к сожалению... А куда они делись? меньше. И что делать с тем, что делают люди, которые сейчас у власти? Потому что они думают другими категориями. Да, у они меня думают складывается другими впечатление. категориями, они другие люди. Они другие люди, и, к сожалению, они во многом плоть от плоти и кровь от крови того, что сделали с этой страной за те 70 лет, которые продержалась эта власть советская. А какой вы лично видите выход? И не только как театровед, как человек, который очень хорошо понимает литературу, но и как журналист, который работает с фактами. Практически я пока не вижу никакого выхода. По всякому случаю, позитив. Пока я не вижу никакого разрешения. Я думаю, что я не вижу реального никакого движения. Я вижу застой. Поэтому говорить о выходе